Привет, друзья! Привет! Сегодня готовим известное всем блюдо – голубцы. Да, но необычные голубцы с удивительной начинкой. Расскажи, пожалуйста. Два главных, собственно говоря, ингредиента – это каштаны, которые, как вы знаете, мы очень любим, и яблочки. Надо сказать, что я с детства голубцы не любил. Но когда впервые попробовал голубцы, приготовленные по Эваному семейному рецепту, я резко изменил свое мнение об этом блюде. Но обычно в эти голубцы мы клали всегда в фарш каштаны, а в прослойке клали айву. Но это как бы осенний фрукт. К сожалению, А иногда голубцы хочется не только осенью. Да. И тогда мы придумали заменять айву на такие крепкие зеленые яблочки. Да. Итак, что у нас? У нас сегодня 900 грамм говяжьего фарша. Значит, мы взяли качанчик капусты, кило 200. Да. Честно говоря, соотношение 900 грамм мяса и кило 200 капусты никто точно заранее не знает. Будем устанавливать экспериментальным путем. Мы выясним экспериментальным путем. Все, да. Если что-то лишнее останется, придумаем, что с этим делать. Значит, у нас 100 грамм круглого промытого риса. Зелень. У нас здесь 50 грамм кинзы, 30 грамм укропа и 10 грамм свежей мяты. Остальное сухая зелень. Сухая зелень, по чайной ложечке кориандр молотый, тимьян и базилик. Соль и перец. Да? Значит, на это количество мяса взяли 2 чайные ложки соли и чайную ложечку черного перчика и 150 граммовую одну луковицу. Вот. И нам понадобится еще 200 грамм каштанов, да, это основное, я уже с этого начал. Мы взяли томатный соус, фактически, это перетертые жареные уже томаты. На самом деле можно брать просто перетертые томаты, можно или томаты свежие, томаты свежие. Да, это как разницы. Вам больше нравится и что это есть нам для под рукой. подливки надо. Это для подливки. Вот, собственно говоря, все, и можно, наверное, начинать. Поехали. У капусты удаляем кочерышку и кладем в качан кипящую подсоленную воду. Луковицу и зелень нарезаем крупно и пробиваем в блендере до получения однородной массы. Мелко нарезаем вареные каштаны. В фарш добавляем 2 чайные ложки соли, чайную ложку молотого черного перца, добавляем сухую зелень, измельченную свежую зелень с луком, 4 ложки растительного масла без запаха, и мелко нарезанные каштаны. Предварительно перемешаем. Теперь добавим промытый рис и еще раз тщательно перемешиваем. Вернемся к капусте. По мере варки листья отделяются от кочана, и мы по одному убираем их в дуршлаг. Им надо дать остыть перед тем, как начать формировать голубцы. Пока капуста остывает, нарежем яблоки. Разрезаем яблоко пополам, удаляем черенок и косточки и нарезаем на дольки. Теперь начинаем сворачивать голубцы. Каждый лист делим пополам и удаляем твердую часть листа. Берем кусочек фарша, формируем из него небольшую колбаску, кладем ее в основание половинки листа и скручиваем небольшой продолговатый конвертик. На дно нашего сотейника
кладем маленькие листья капусты, которые не годятся для голубцов. Начинаем укладывать голубцы по кругу, стараясь класть их как можно плотнее. Укладываем дольки яблок между голубцами. Голубцов получилось много, поэтому укладываем их в 2 слоя. В отдельной емкости смешаем 2 ложки сметаны с нашим томатным соусом, которого у нас 300 грамм. И добавим в эту массу 2 сухих перчика чили и все еще раз перемешаем. Заливаем голубцы томатно-сметанным соусом. Добавим 150 мл воды. Распределим соус по поверхности и придавим голубцы тарелкой, чтобы они в процессе варки не раскрылись. Закроем крышкой и поставим голубцы на средний огонь минут на 15-20. Как только соус закипит, уменьшаем огонь до минимума и оставляем еще минут на 35-40. Наши голубцы готовы. Можно красиво сервировать и подавать к столу. Вот какие замечательные голубцы у нас получились. Красота. Ушло, правда, мясо поменьше, всего 600 грамм, а не 950, как мы брали, потому что у нас была совойская капуста, а она менее плотная, чем обычная белокочанная капуста. И, соответственно, листочков, в которые можно заворачивать голубцы, у нее поменьше. Но с оставшимся фаршем мы придумаем, что делать, не беспокойтесь. А пока пробуй. Вряд ли кто-то беспокоится по поводу нашего оставшегося фарша. Да? Ну ладно, не беспокоиться. Я зато беспокоюсь, как получилось. Попробуй, пожалуйста. Доверяешь мне первый? Первый, да. Ну ладно, но я тебе не скажу, что там. Пробуем. Со сметанкой. Ну как? Удивительный вкус. Дайте. Сочетание каштанов, Дайте-ка отведать. яблочко, кислинки, мясо, капуста. Это что-то фантастическое. Признайся, ты не любитель голубцов. Признайся. Признаюсь, очень-очень вкусно. Это говорю я, человек, который не любит голубцы. И заметьте, вот яблочко придает такую еще приятную кислинку. А представляешь, как было бы вкусно с Если айвой? бы с айвой, да, согласен. Ну, Довольствуйся тем, что есть. Нет, получилось хорошо. Можем вам порекомендовать. Настоятельно причем. Настоятельно рекомендую. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, задавайте свои вопросы, делитесь своими рецептами. А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. И угощайте своих самых родных и близких вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. Пока! Пока!